мы стали собираться в наше путешествие в Хельсинки. И у нас есть даже помощник, который помогает нам все это комплектовать. Едем мы вместе с Оксаночкой на концерт Iron Maiden. И заодно хотим показать сам город, и чем он живет, и как он вообще выглядит. Главное, вот этот помощник, он остается за хозяина дома. Ну вот, ждем посадки в Хельсинки, где мы делаем обзор по городу. Вообще-то мы едем на то, чтобы... Я покажу спинку. Ну, чтобы... Да, пойти на концерт с моей дорогой супругой. Так что ждите следующих кадров из Хельсинки, когда мы приземлимся и будем обследовать этот чудесный город. Приземлились в Хельсинки. Такой классный аэропорт. Поедем сейчас в отель. Здесь тоже есть Bolt. И интересный такой сделанный аэропорт. Мы уже видели по нему обзор, помнишь, да? Такое все классное. Надеюсь, что в городе будет точно так же классно. И в городе будет точно так же хорошо. Ну, почему надеюсь? Так, ну так и будет, правда же? Погода нас хорошая встретила. О, погода нас хорошая встретила. Мы с тобой прекрасно проведем время. И все будет классно у нас. Да? Ну вот, мы поселились в отель, точнее заехали, будем ожидать, когда можно будет заехать в номер. До этого пойдем позавтракаем. Отель, конечно, современный, нормальный, без всякого ресепшена. Все очень интересно сделано. Потом сделаю обзор еще нашей комнаты, где мы будем жить. А сейчас... Вот такая у нас отель. Умный отель, даже без ресепшена. Все сами мы там регистрировались, и было очень круто. У нас есть своя кухня. Достаточно большой номер. Ну, во всяком случае, достаточно нам с супругой. Очень красивый вид из окна. Совершенно рядом с центром города. И я был с супругой очень удивлен, что, букируя через Booking.com, он был настолько дешевый, по нашему мнению. Так что вот так. Ванну сейчас с душем показывать не буду. Супруга туда пошла. Вот так она тоже большая, чистая и просторная. Ну вот такой entrance в наш отель. Отель такой современный, я показывал вам номер, а это вот таким образом, без всяких ресепшенов и без всяких проволочек, с помощью магнитной карты можно в середину попадать. Оксана, ну как отель показался? Современный. Вот. Очень современный, давай микрофончик скажу, да? Современный в том плане, даже начиная с чек-ином, да, с регистрации, да, все сам вводишь на компьютере, на планшетике, получаешь карточку и дальше действуешь. Да, ну интересно, это такой у нас первый опыт. Да, с таким вот. Ну, нам это вроде интересно. Также, конечно же, сейчас пойдем разыщем, где тут взять какое-то питание. Тут очень интересная и очень вкусная площадь есть для того, чтобы поужинать. А завтра расскажем и покажем, наверное, наш завтрак. Первый завтрак. Да, первый завтрак в этой гостинице. Ну, первое впечатление хорошее, чистые и нормальные, да. Нам очень понравилось. Давай, пойдем дальше. Даже такая мелочь, и то интересно смотреть. Смотри, как украшено все, да? Вроде бы искусственно, но все равно Вроде бы искусственное, но все они пытаются украсить, все они пытаются сделать достаточно интересно. И нам это нравится. Знаменитому, так сказать, рынку, который находится в центре Хельсинки. И говорят, что там можно тоже вкусно покушать.
Смотри, какая красота. Не знаю, как вы, Я Я думаю, бы- нам стоит остановиться здесь. я буду есть лосось. Смотрите, что мы взяли. Лососик белую. Thank you very much. Белую рыбку. Вот такой классный салатик с этими гребешками. Малосольный лосось. Хороший. Брекфаст для финнов. Вот в таком красивом, аутентичном месте. Прямо на рынке. Закончили завтракать. Вот как всегда мне приходится повторять, потому что камеру я включил, а до этого забыл нажать кнопку. Ну, это как всегда. В общем, позавтракали очень вкусно. И теперь двигаемся посмотреть церковь Невского. Церковь, куда мы идем сейчас, видимо, под ремонтом, под реконструкцией. Но все равно обязательно мы хотим ее посетить и посмотреть в округе или даже около нее или в ней, что там есть. Супруга сделала замечание, чтобы, может, кому-то это интересно, но пока туалеты, которые мы видели, они все унисекс. Ну ничего, такая культура, такая история, все чисто, все нормально и все классно все равно. Вот такая большая лестница, сейчас мы будем по ней забираться к церкви. Это самый такой как бы центр, не как бы, а центр Хельсинки. Дорогой, И- обрати внимание, какой интересный вывеска на магазин. В виде цилиндра. Да, Шляпа магазин. да, очень интересно. О, стоит памятник Александру II. Это написано на старорусском, кажется, языке, если я не ошибаюсь. Сейчас подойдем поближе. Да. Пока местам нравится. Поднимемся наверх церкви, посмотрим, как сверху все здесь выглядит. Ну, заранее скажу, что нам это нравится и все здесь классно. Вот такая площадь. Нет, это не на русском, это на латинском. Памятник русскому королю, императору, воздвигнутый в 1863 году. Его называли добрый император, кажется, да? Александр II был добрый. Добрый император мы его называли. Сами фильмы. В обзоре с тобой видели. Ну, как же без чайки в портовом городе? Да. Пойдем наверх, посмотрим, как все смотрится сверху. Ну, конечно, какой-то мусор уже есть, оставленный туристами. Ну, Все равно, Без- по сравнению с другими городами, где мы были, были, да, достаточно чисто. это минимально. Ну, естественно, как же в Хельсинки без финского мороженого. Вот такого. Или такого. Очень понравилось. Хотим такие же штучки себе в дом. У нас же будет дом обязательно. Правда? Классная погода. Как мороженое. Вкусная. Очень вкусная. Ну, куда же без мороженого, сейчас все попробуем, как оно и чего оно тут. Действительно ли так, как его хвалили все?
Мне здесь нравится. Это такой Филипсов фонтан. Я думаю, что надо будет нам, ребята, раскрутить мою жену на то, чтобы сделать обзор ее коллекции открыток, чтобы она показала интересные экземпляры, которых достаточно много. Давай обойдем вокруг этот красивый фонтан. Красивый фонтан в центре Хельсинки. Много людей ходит. Очень-очень красиво. Морские котики посередине Афродита. Да. Вот такой парк в центре Хельсинки. Очень интересно. Оксаночка, почему там что-то висит такое, как туалетные бумаги? Я вот тоже хочу подойти почитать. Это не туалетная бумага? Нет, к сожалению. Это кто-то ленточки забыл. Бантик свой. Это, наверное, что-нибудь такое чисто финское. Это зеленый какой-то. А, понятно. Идем давай к памятнику. Вон там на арфе даже играют. Не только на гитаре могут, значит, играть на улице, еще и могут на арфе. В какую хорошую погоду мы попали. Прекрасно. У нас, конечно, нет плохой погоды, у нас есть плохая одежда. Вот. Сразу, когда ходишь без зонтика. Слушай, что играет? Вот какая-то штука интересная. Можешь догадаться, что это такое? Не могу. Это отель для насекомых. Отель для насекомых. Да, это классно. Мне здесь нравится. Притом, в отличие от нас, насекомые тут не платят и живут более в центре. У них свои привилегии. Прекрасный памятник. Давайте пойдем посмотрим, кому. Вартланд. К сожалению, я финский не знаю, не могу сказать. Олантутусен Муппикарабуссен. Что ж ты там сидишь у него на голове, чайки? Маши на вас не хватает. Ой, какие-то красивые деревья желтые. Пойдем посмотрим. Не забываем, что мы находимся в портовом городе. Поэтому Да. Мне кажется, нам надо туда углубиться. Там кто-то играет живую музыку. И там какой-то рынок. А вот еще одна улица, тоже с шопингом в конце. торговый центр. Если моя жена хочет, мы можем туда зайти. Вот у меня жена умничка. Coming in out of rain, they the jazz go down. Competition in other places. All the drums, they're blowing that sound. Хорошего играет вещи статус-кво. We are down, Косит немножко под Марка Кнофлера, но неплохо косит. down.
Да, архитектура здесь классная. В Финляндии, может, она немножко такая холодноватая, да? Или как это можно сказать? Строгая, я бы сказала. Строгая, в сдержанных тонах. Ну, это, Готика. Готический стиль преобладает, я бы сказала. да. Пойдем дальше. Торговый центр. Что? Ну, трейд-центр. Какой центр это, моя дорогая? Trade Center, Стокман. Напротив Стокмана мы знаем, у нас есть один интересное место, которое называется как Как? Hard Rock Cafe. Зайдем. Запамятовала. Пойдем в сторону Стокмана. У нас есть еще одна штука. Ну, не у нас, наверное, это больше у меня. Это приобретать магнитики в каждом Hard Rock Cafe. Коллекция? Ну, только особые магнитики. Мы сейчас тоже будем, где указан город. Мы вам покажем. Да. Очень интересный дворик с магазинами немного и с такими вот двумя кафешками. Хотели найти рок-кафе, но не нашли. Оказывается, его уже закрыли. Очень жалко, да? Не можем купить там, как ранее, да, коллекцию магнитиков. Ну ладно, продолжаем путь по городу Хельсинки. Какой красиво цветами сделан вход. Только что пытались прочитать название на финском языке. Кукакакумакакин. Заранее просим прощения у финнов. Да, мы читали. Может, мы, конечно, неправильно прочитали, но у нас было ощущение, что Там живет мартышка. просто там живет мартышка, наверное. Поэтому называется Кукакакумакакина. Так, давай мы напротив вот этих встанем цветочков. Ой. Как красиво здесь, да? Изумительно. Пусть даже это искусственный цвет, но очень... Ну, очень красиво сделано. Кукакакумакакин. Что я могу сказать? Водичка. О, а вот это вот Фазер кафе. Кстати, кто знает из тех, кто просматривает это видео, что Фазер — это финская компания, образованная именно в Хельсинки, имеет много разных интересных штук, кроме шоколада. Я ее, если честно, раньше знал только по молочному шоколаду. И также я знаю, что ее открыл человек, который эмигрировал из... откуда? Из Швейцарии, да. То есть, когда он эмигрировал сюда, можете вы представить, давно очень, в Швейцарии было хуже, чем в Финляндии. Да, времена на данный момент поменялись, но Фазер так и осталась традиционно финской компанией. Ну, я думаю, сладкоежки обязательно узнают. Да, сладкоежки-то точно будут знать об этом. А вот знаменитая хельсинская train station. Я заранее извиняюсь, я не знаю, при чем тут украинский флаг. Сейчас он везде. Может быть, потому что украинцы поселились уже на train station, их там много. Но мы сейчас пойдем в середину и узнаем. Финского притом флага нету, а шведский, а украинский есть. Ну ладно. Говорят, что там очень-очень интересно в середине. Ну, всякие странные люди есть.
Даже такие. Сильно отличается от нашей Рижской станции, хотя бы тем, что около нее не тусуются разные люди. Ходим и смотрим. Ну да, очень интересные сводчатые потолки. Видно, что это сделано давно, старинное, украшено лепниной такой. И снова, я повторюсь, очень чисто. Да. Несмотря на то, что это станция, давай пойдем посмотрим, хотя бы заглянем, что это за ресторан на станции. Оливия. Ресторан Оливия. Ресторан «Оливия». Посмотрите, какая чистая станция. На полу вообще такое ощущение, что не крошки. Прекрасная станция. Чистота города удивляет. Чего? Чистота города удивляет. Да, просто очень хорошо. Вот такой вот ресторан. Прям Ресторан на все станции железной железнодорожные станции. Нашей станции такого даже и не снилось. Ни чистоты. А там, по-моему, впереди, если посмотреть, по-моему, картина галерея. Вероятно, да. Давайте пойдемте посмотрим. Нравится там. Давайте посмотрим. Поражает. Везде так чисто, красиво, да? Все понятно. Перроны, все понятно, все. Даже если на финском написано, ты понимаешь, здесь что. Вообще, посмотри, как красиво все. Конечно, есть люди, которые там сидят на полах там или что-то еще, но это их дело. Но перроны какие чистые там. Чудесно. Очень красиво. Вот. Киосочки, какие-то стрит-бары. Все, что бы там ни было, но все равно это очень красиво сделано. Давай, повернем в другую сторону пройдем. Да. Оксана, нашему даже такое не снилось. Пометки, да? Давай пойдем на перрон. И посмотрим, что за перроны. Смотри, какие светлые перроны. Как все сделано, что люди будут заходить, и на них не будет литься вода, когда будет здесь какой-нибудь дождь идти. Все как бы подходит под крышу. Человек ожидает, к примеру, поезд, и может здесь сидеть, пивка или прохладительных напитков выпить, а потом спокойно сесть и поехать. Все сделано по-человечески, все сделано для людей. У нас выходишь, если снег, дождь и что-то еще, обязательно все обольет. Здесь смотрите, как красиво. И притом эта станция достаточно старинная. Это не новая станция. Просто интересно. Мне хотелось бы пройти мимо поездов. Посмотрите, двухэтажные поезда там вдали. Город. Да, это межгород. А это вот такие местные. А это местные электрички. Местная электричка тоже выглядит достаточно современно, мне кажется, да? Не знаю, у меня в первый раз появилась одна штука, Оксаночка. Какая? И я думаю, что это тот город, куда мы еще раз вернемся, посетим. Да. Потому что он... Ну, мы с тобой любим чистоту, мы с тобой порядок, аккуратность. И я честно скажу, на данный момент даже в Гамбурге такого не было. К сожалению, а Гамбург один из наших любимых. Да, Гамбург один из наших любимых городов.
Несмотря на это, в Гамбурге такого не было. Хотя мы ожидали, что у немцев побольше будет порядка. Давай пойдем назад. Просто чудесно. Литвички сами чистые. Никакие не расписаны каким-то граффити. Да. Просто нету... Да, впечатлений. Нету никаких даже, плохих и мыслей, заявлений. А ты находишься на центральной их станции. У нас вроде бы большая станция, но очень бестолковая в Риге. Мало того, что бестолковая, грязная и куча разного элемента бросит. Здесь я пока такого не видел. Ладно, будем продолжать дальше. Идем изучать, что это за такие красивые здания. Здесь рядом вместе с Train Station, вот она со стороны снова. Еще второе какое-то рядышком, вон вдалеке интересное здание. Сейчас немножко его приближу. И вот сейчас идем еще вот на одно посмотреть. И узнать заодно, что это такое. Потом где-то через часик пойдем в отель. Через часик пойдем в отель. Что это? Художественный музей. Художественный музей. Так, посмотрим, что это за такое величественное здание. О, Находимся рядом с Финским национальным театром. Финским национальным театром. Ну, красивый. Наверное, какой-нибудь драматургу вот этот вот память. А рядом, наверное, какой-то драматург. Ему памятник поставили. Вот тогда. Ладно, пойдем. Даже супермаркет, смотрите, какой интересной конструкции. Да, везде они делают красиво и оригинально. Ну, вот такую будем кушать штуку. Угу. Я вот забыл, я уже снова название. Это чисто финское. Малукку. Шримсы. Немножко картошки. Вредно, но надо попробовать. Что красиво и величественно. Да? Что? Внутрь мы, к сожалению, не попадем, Нет. потому что там до 3 часов Да. пойти, пойдем. Очень красивый собор. Всегда у них такой величественный вход. В готическом таком стиле. Внутрь никак не попасть, естественно, но обойдем вокруг. Как мы уже договаривались, будет возможность и время снова. Мы снова посетим этот город хотя бы на пару дней. Уже не обзорно, а достаточно углубленно, изучив его историю и
интересные архитектурные сооружения. Вот решили все же пойти посмотреть на православный красивый собор. Все, как всегда, богато. Немножко даже вычурно. Христианской церкви. Построена русским архитектором. Прослушал, какое имя этого архитектора, но построена русским архитектором по проекту. Оставляют свои кресты здесь и так далее, чтобы постоянно за них молились. Большой иконостас старинный. Вчера были на интересном концерте, который совсем бы церковь не одобрила. Теперь пришли сюда. Ну, вот святая водичка. Красиво. Купили билеты на онлайн. 2 билета. Это было более удобно. Сели вот на автобус. Будем сейчас начинать обзорный тур по Хельсинки.